Добро пожаловать в Орду, один из самых живописных городов Черноморского побережья Турции. Мы начинаем наше путешествие в районе Бахчелиевлер, у берега, где море мягко касается аккуратно выложенной набережной, а легкий морской бриз приносит свежесть в каждый вдох. Этот участок набережной – излюбленное место местных жителей. Здесь по утрам можно увидеть людей, занимающихся спортом, прогуливающихся семей с детьми и пожилых пар, неспешно беседующих на скамейках. Аромат кофе из близлежащих кафе смешивается с соленым запахом моря, создавая неповторимую атмосферу спокойствия и уюта. Мы продолжаем путь вглубь зеленого пространства парка Тайфуна Гюрсоя. Этот парк – сердце прибрежной зоны Орду. Здесь сочетаются ухоженные дорожки, тенистые деревья, цветущие кустарники и современные зоны отдыха. Здесь часто проходят концерты, фестивали и культурные мероприятия. Это место, где жизнь города встречается с природой. Через парк протекает река Сивил, небольшая, но важная для экосистемы города. Вдоль ее берегов проложены пешеходные мостики и уютные уголки для отдыха. Утром можно увидеть стаи птиц, прилетающих сюда, и услышать их пение, вплетенное в городскую симфонию. Постепенно мы приближаемся к началу одного из самых длинных и современных пешеходных и велосипедных маршрутов региона – набережной Акязы. Этот маршрут был специально разработан для того, чтобы жители и гости Орду могли активно проводить время, любуясь морскими пейзажами. Слева волны Черного моря, справа зеленые холмы, а впереди простор и свобода. На этом участке часто можно встретить велосипедистов, бегунов и просто гуляющих людей, наслаждающихся природой. Набережная оборудована освещением, спортивными станциями и зонами отдыха. Это не просто дорога, это образ жизни, который выбрал Орду. Здесь каждый шаг наполнен гармонией, каждый поворот открывает новые виды. Именно в таких местах чувствуешь. Турция – это не только пляжи и отели, это история, культура, природа и уют городов, как Орду. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее. После пересечения начала набережной Акязы мы продолжаем наше путешествие по велосипедной и пешеходной дороге в сторону района Дуругёль. Этот участок – один из самых оживленных и любимых как среди местных жителей, так и гостей города. Слева продолжают шуметь волны Черного моря. Справа раскинулись зеленые зоны с уютными кафе, чайханами и уличными павильонами. На протяжении всего маршрута вы увидите людей, катающихся на велосипедах, роликах, самокатах и просто прогуливающихся парами или с детьми. Эта зона идеально подходит как для утренних пробежек, так и для вечернего отдыха после насыщенного дня. Здесь чисто, безопасно и удобно, широкие дорожки, аккуратные газоны и вежливая атмосфера создают комфорт для всех. По мере продвижения вдоль линии берега открываются небольшие зоны отдыха с деревянными беседками и скамейками. Здесь часто можно увидеть семьи, устраивающие пикники, жарящие шашлыки, играющие дети и смеющиеся компании друзей. Звучит музыка, доносится смех, ощущается энергия живого прибрежного города.
правой стороны появляются популярные кафе и пляжные павильоны. Здесь подают свежую рыбу, традиционные турецкие закуски, чай в стеклянных стаканах и прохладительные напитки. Летом здесь особенно оживленно. Люди наслаждаются закатами, беседуют на террасах и делают фото на фоне моря. Постепенно мы подходим к центральной пляжной зоне, управляемой муниципалитетом Орду. Орду, Бию, Юкшехир, Беледиеси, пляжи. Песчаный берег аккуратен, территория ухожена, а морская вода удивительно чиста. Здесь можно увидеть как местных жителей, так и туристов, купающихся в море, загорающих или играющих в пляжный волейбол. Некоторые отдыхают под зонтами, другие плавают в море, а кто-то просто гуляет босиком по берегу, наслаждаясь мягким шумом волн. Пляж оборудован раздевалками, душевыми и спасательными постами, безопасность и комфорт на высоте. Здесь нет хаоса, как на переполненных курортах. Орду предлагает спокойный, культурный отдых. Двигаясь дальше, мы замечаем, как пляж постепенно переходит в более зеленую зону, где расположены теннисные аллеи и детские площадки. Здесь можно расслабиться в гамаке, покататься на велосипеде вдоль деревьев или просто присесть на лавочку и наблюдать за природой. Пение птиц и свежий морской воздух создают почти медитативное состояние. В этой части набережной особенно чувствуется уникальная гармония города и природы. Орду будто говорит: «У меня есть все — и море, и зелень, и уют». Мы завершаем этот участок маршрута с чувством умиротворения и восхищения. Но впереди нас ждет еще больше. Оставайтесь с нами. Путешествие только начинается. Мы продолжаем наше путешествие вдоль береговой линии Орду. Теперь в обратном направлении. От Дуругёль в сторону реки Сивил. Слева от нас бескрайние воды Черного моря, а справа живописные зоны отдыха, кафе и уютные уголки, где жизнь течет неспешно и гармонично. На этом участке особенно чувствуется атмосфера летнего расслабления и свободы. Проезжая по велодорожке, мы замечаем многочисленные кафе и чайные домики с открытыми террасами. Где-то слышится живая музыка, где-то звон ложек о стеклянные стаканы с чаем. Люди общаются, смеются, читают книги или просто молча смотрят на горизонт. Все это делает этот район невероятно живым и душевным. Среди зеленых газонов можно увидеть отдыхающие семьи, устраивающие пикники. Дети играют на траве, взрослые готовят еду на мангале или пьют чай у пледа. Запах жареного мяса, свежего хлеба
и морского воздуха смешивается в один аромат настоящего турецкого уикенда. Немного дальше мы снова оказываемся рядом с пляжем муниципалитета Арду Бююк-Шехир, Беледьеси, пляжи. Это место словно магнит притягивает тех, кто хочет искупаться, позагорать или просто окунуться в тишину под шум волн. Песок здесь мягкий, вход в воду пологий, а море прозрачное и освежающее. Слева шумные группы друзей, играющих в пляжный мяч или волейбол. Справа спокойные уголки, где можно укрыться от солнца под зонтом. Многие просто сидят на деревянных настилах, опустив ноги в воду и наслаждаясь моментом. Это настоящая жизнь у моря, без спешки и суеты. Пляж здесь открыт, чист и безопасен. Вдоль всей береговой линии дежурят спасатели, установлены душевые кабины и скамейки. Инфраструктура продумана до мелочей, от урн и велостоянок до бесплатного Wi-Fi. Даже вечером здесь уютно, освещение вдоль дорожек и мягкий свет от кафе создают романтическую атмосферу. По мере нашего продвижения в сторону реки Сивил природа начинает меняться. Зелени становится больше, слышны звуки птиц и журчание воды. Этот участок маршрута особенно любим теми, кто ищет тишину, умиротворение и контакт с природой. Здесь меньше шума, больше пространства и гармонии. Пешеходные и велосипедные дорожки расходятся, создавая удобное движение для всех. На одной стороне бегуны и семьи с колясками, на другой — неспешно катающиеся велосипедисты. Набережная продолжает удивлять своими деталями. Где-то арт-инсталляции, где-то миниатюрные фонтаны и лавочки с видом на море. Мы приближаемся к устью реки Севил, завершая этот спокойный, насыщенный и душевный отрезок пути. Орду в очередной раз доказывает, этот город умеет сочетать комфорт, природу и культуру. Здесь можно отдыхать, жить, мечтать и возвращаться снова и снова. Спасибо, что путешествуете с нами. Впереди еще больше красоты и вдохновения. Мы начинаем следующую часть нашего маршрута у реки Сивил, одного из символов города Орду. Ее воды тихо бегут к морю, пересекая ухоженные набережные, мостики и зеленые зоны отдыха. Здесь особенно приятно наблюдать за природой, слушать журчание воды и любоваться тем, как город гармонично соседствует с рекой. Продвигаясь вдоль берега, мы попадаем в зону, где начинается парк Тайфуна Гюрсоя, зеленое сердце прибрежной части Орду. Слева открывается вид на современные кафе и чайные павильоны.
Справа широкие лужайки, где люди устраивают пикники, играют с детьми или просто отдыхают в тени деревьев. Здесь царит атмосфера спокойствия, уюта и семейного отдыха. Парк радует своей продуманной архитектурой. Пешеходные дорожки вымощены плиткой, везде расставлены скамейки и урны, установлены фонари и информационные таблички. Люди катаются на велосипедах, прогуливаются парами, фотографируются на фоне морского горизонта и зелени. Муниципалитет уделяет особое внимание чистоте и комфорту. Это сразу чувствуется. Чем ближе мы подходим к прибрежной линии, тем оживленнее становится. Кафе наполняются посетителями, дети играют у фонтана, а в воздухе разливаются ароматы свежезаваренного чая и турецкой выпечки. Этот участок словно объединяет городской ритм с природной легкостью. На горизонте появляется станция фуникулера, одна из главных достопримечательностей города. Сюда приходят, чтобы подняться по канатной дороге к исторической крепости Бастепе и полюбоваться панорамой всего Орду с высоты птичьего полета. Но даже у подножья, на берегу, уже ощущается, как красиво и величественно этот город раскрывается перед каждым, кто сюда приезжает. Этот короткий, но насыщенный отрезок маршрута завершает наше знакомство с одним из самых живописных уголков Орду. Город дарит спокойствие, вдохновение и теплые эмоции. Спасибо, что были с нами. В следующих частях мы продолжим открывать для вас сокровища Черного моря. Мы продолжаем наше неспешное путешествие по прибрежным районам Орду, и на этот раз начинаем с района Бюльбюль-Дереси. Это небольшая, но живописная речка, пересекающая южную часть города, плавно впадая в Черное море. Ее берега оформлены аккуратными дорожками и мостиками. А по утрам здесь можно услышать пение птиц, вполне оправдывающее ее имя — Соловьиная река. Отсюда мы берем курс вдоль старой части побережья Орду по маршруту, где когда-то начиналась городская жизнь. Эта часть набережной более спокойная и атмосферная. Здесь вы не увидите шумных кафе или толп туристов, лишь море, старые каменные подпорки берега и легкий морской ветер. Во многих местах сохранился оригинальный облик побережья. Старые причалы, деревянные лодки, оставшиеся от рыбаков и мощеные тропинки, по которым до сих пор гуляют местные жители. Это место, где Орду говорит своим голосом, тихо, искренне и тепло. Двигаясь дальше, мы замечаем, как городской ритм постепенно возвращается. Слева небольшие кофейни и чайные домики, утопающие в зелени. Справа берег с каменными уступами, где местные мужчины рыбачат, забрасывая удочки в море, а рядом играют дети, кидая камешки в воду. Этот участок —
любим теми, кто ищет не развлечения, а умиротворение. Вдоль набережной установлены скамейки, откуда открывается великолепный вид на бескрайние морские просторы. Иногда сюда заходят рыбацкие лодки, возвращаясь после утреннего улова. Зрелище простое, но очень душевное. Воздух здесь особенно свежий, соленый, наполненный запахами водорослей и моря. Можно закрыть глаза, вдохнуть глубоко и почувствовать, как уходит тревога. Это идеальное место для тех, кто хочет уйти от городской суеты, послушать шум волн и побыть в тишине. Вдоль маршрута время от времени встречаются группы людей, устроивших мини-пикники прямо на камнях у воды. Они пьют чай, делятся домашней выпечкой, болтают и наслаждаются теплым солнцем. Так выглядит повседневная жизнь у моря, без спешки и лишней помпезности. Постепенно на горизонте появляется силуэт главного городского пирса — Орду из Келеси. Это не просто архитектурный объект, а настоящая городская легенда. Здесь проходят фестивали, фотосессии, романтические прогулки и даже предложения руки и сердца. Пирс — это связующее звено между прошлым и настоящим Орду. С него открывается панорамный вид на весь городской берег, парк, канатную дорогу и дальние горы. Люди приходят сюда, чтобы наблюдать за закатом, делать селфи или просто смотреть вдаль. Мы подходим к завершающей точке этого маршрута. От Бюльбюль-Дыреси до городского пирса мы прошли путь, полный контрастов, от уединения до оживления, от природы до архитектуры. Орду вновь показал свою многогранность, искренность и тихую магию. До новых встреч, и пусть каждый ваш шаг будет таким же красивым, как эти берега. Если вам понравилось это путешествие по Орду, не забудьте поддержать наш канал World Journey. Поставьте лайк, подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И обязательно оставьте комментарий. Мы читаем каждый. Поделитесь этим видео с друзьями и близкими. Пусть больше людей узнают о красоте Черноморского побережья Турции. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем путешествии по миру вместе с World Journey.